Честно говоря, я старался не слишком углубляться в тот факт, что Тэхён и Чингук часто упоминают таинственного друга в разные моменты своей жизни. Но я не мог не заметить несколько вещей, которые заставили меня подумать, что эти «друзья» действительно могут быть ими. Потому что в тот день, когда Тэхён упомянул о том, что пойдет поужинать с родителями и другом, который был очень близок к его семье, никто толком не понял, что он имел в виду под «очень близким». Он объяснил, что его семье очень нравится этот друг, как человек, который получает возможность провести время со своими близкими. Несмотря на это, я ничего не сказал и не стал развивать дальнейшие домыслы, потому что для этого не было никаких оснований. Однако я всегда помнил, как Тэхён говорил, что тренируется с другом, который живет там, указывая в определенном направлении, как будто подразумевая, что этот человек тоже в Лос-Анджелесе. Мы знаем, что BTS пробудут там несколько месяцев, работая над своим следующим альбомом, поэтому было немного странно, что Тэхён упомянул, что они ужинают вместе после столь долгого перерыва. В то время я не посчитал это странным. Более того, я даже записал видео, пытаясь придать ему обыденный вид и сложить все воедино, чтобы придать происходящему хоть какой-то смысл. Однако я ни разу не предположил, что друг, о котором он говорил, на самом деле был Чингуком. И вам, возможно, интересно, как я пришел к такому выводу и как начал формировать новую теорию о недавних событиях. Будучи человеком, который любит делиться мыслями и читать чужие реакции, я вспомнил все это лишь потому, что несколькими часами ранее, во время прямой трансляции Чимина и Чингука, Чимин упомянул, что Чингук и Тэхён вместе ходили в спортзал, и Чингук съел 6 пончиков Криспи Креме. Но, поскольку ему все еще хотелось чего-нибудь пикантного, он спустился вниз с Тэхёном, и они вместе поели рамен. Это косвенно подтвердило, что друг, о котором говорил Тэхён, был Чингуком, не осознавая, что Чингук уже раскрыл, с кем он был. И это возвращает меня к настоящему моменту, когда Тэхён упомянул друга, который был очень близок к его семье, и все снова обрело смысл. В своем последнем прямом эфире, который он сделал, чтобы сделать перерыв после 7 трансляций подряд, Чингук упомянул, что друг попросил его спеть песню Crush Love UV Solo Heart. Чингук сначала в шутку отказался, спросив, зачем ему это нужно. Потом он рассмеялся, словно знал, что его друг смотрит. Странно было то, что было 3 часа ночи по корейскому времени. Многие посчитали странным, что его друг не спит в такой час, смотрит прямой эфир Чингука и просит его спеть песню о любви. То, как Чингук подразнивал своего друга, хотя в итоге все равно ее спел, очень напомнило мне его шутки с Тэхёном. Помните, как Чингук написал в комментариях, что ему звонит Тэхён, а потом испорченным тоном сказал, что не ответит, зная, что тот разозлится? Это просто показывает, как Чингук любит подразнить Тэхёна при каждом удобном случае, а затем смягчить это, сказав, что он лучший и как сильно он его любит. Что продолжает беспокоить, так это тот факт, что Чингук на самом деле несколько раз говорил об этом друге в предыдущих трансляциях. Он сказал, что ревнует, потому что его друг хорошо играет в игры, что они иногда вместе играют в Party Animals, и даже чуть не провели совместный прямой эфир, но отменили из-за работы. Он также упомянул, что его друг смотрел его трансляцию, и даже произнес крылатую фразу, которую его друг часто использовал. Все эти мелочи казались слишком связанными, чтобы их игнорировать. Тэхён упомянул друга, который несколько раз обедал с его родителями, потому что он был близок с этой семьей, в то время как Чингук упомянул друга, который постоянно писал ему и смотрел все его трансляции. Разве это не слишком совпадение? И хотя Чингук в итоге спел песню, которую попросил его друг, я все равно не могу не вспомнить, что он всегда поет Тэхёну песни о любви, и сам Тэхён, похоже, этим гордится. To Find You – песня о любви, которую Чингук часто ему поет. Он даже исполнил ее на одном шоу, и мы точно знаем, о ком он думал. И хотя каждый может говорить, что хочет, тот факт, что Чингук снова спел Me After You в оригинальной версии, предварительно изменив слова на I'm so happy that it is here в эфире 2023 года, все еще остается прекрасным моментом для воспоминаний.
потому что очевидно, что его небольшой жест в камеру был адресован тому, кто смотрел на него в 3 часа ночи. Возможно, эти таинственные друзья, о которых они часто говорят, на самом деле они сами, новые версии кашляющего призрака из трансляции Тэхёна и сантехника, который небрежно бродит вокруг дома Чингука. И хотя это всего лишь еще одна теория, не абсолютная истина, и вряд ли она когда-либо будет подтверждена, одно можно сказать наверняка: Тыкуку всегда есть что сказать, даже через самые незначительные, самые очевидные знаки. Потому что, возможно, эти таинственные друзья гораздо ближе, чем мы себе представляли. И где-то по пути все эти маленькие совпадения начали ощущаться как преднамеренная закономерность. Как 2 линии, которые, кажется, идут своими собственными путями, но каким-то образом всегда встречаются в одном конце, в одном пространстве, в одно и то же время, с чувством, не требующим объяснений. Когда кто-то произносит слово «друг», для мира это может показаться нейтральным словом. Но для 2 людей, которые знают друг друга до полной тишины, «друг» может означать место, где можно спрятаться, или даже самый мягкий способ защитить друг друга, не признаваясь во всем миру. Тэхён, с его легкой улыбкой и спокойным взглядом, часто кажется, что ему нечего скрывать. Но каждый раз, когда он произносит это «близкий друг», между его словами возникает небольшая пауза, которую замечает только тот, кто действительно внимательно слушает. Словно за этим легким смехом скрывается история, которую никак не хочется раскрывать. В то же время Чингук в своей невинной и непосредственности словно не может удержаться от намека. Иногда он смотрит в камеру с полузастенчивой улыбкой, иногда говорит об этом друге с нескрываемой теплотой, словно говоря: «Ты же знаешь, о ком я говорю, да?» И за всеми этими прямыми эфирами, песнями и их ненавязчивым общением скрывается нечто гораздо более глубокое, чем просто дружба. Есть привычка, есть связь и есть уют, который только крепнет между 2 людьми, которые знают друг друга слишком долго, даже без слов. Даже когда мир пытается разлучить их графиками, проектами или длительной службой в армии, всякий раз, когда появляется один, другой всегда следует за ним, будь то песня, маленький жест или простое предложение, понятное только им 2. Возможно, для кого-то все это всего лишь чрезмерно ревностная фанатская теория. Но для тех, кто следил за их судьбой с самого начала, каждый маленький момент ощущается частью большой истории 2 сердец, решивших оставаться связанными, даже если они не всегда могут высказаться вслух. И, возможно, именно поэтому каждый раз, когда Тэхён упоминает кого-то, кто всегда рядом, или Чингук улыбается и говорит, что его друг только что посмотрел сериал, мы невольно чувствуем, что между ними есть что-то большее. Не потому, что хотим воспринимать это как безответный роман, а потому, что связь между ними слишком искренняя, чтобы ее игнорировать. В каждой шутке тепло, в каждой строчке тоска, а за каждым смехом нежная правда. Возможно, они никогда не признаются в этом прямо, да и не нужно. Ведь им не нужно знать все миру. Достаточно того, что они знают друг друга, достаточно того, что они понимают друг друга.